Привет! На тематических сайтах сказано, что аудиокассеты под брендом Fuji начали свою мировую историю с 1968 года. В 70-х годах это были кассеты первого типа Fuji FL, FM, FX и лента второго типа с диоксида хрома Fuji FC. А немного позже это Fuji Range, она же FR для лент первого и второго типа, и Super Range для металлопорошковых лент. Где-то с 1976 года компания начала экспериментировать с дизайном кассет на примере Fuji FX Duo. С 1980-х годов на рынке вышли модели Dynamic Range и с более качественной лентой первого типа Extra Range. С лентой второго типа это Ultra Range и с металлической лентой это Super Range. У меня таких 10 аудиокассет. Вот все. Рассмотрим их подробнее. Начну с данной кассеты. У меня имеется вот такой японский вариант вкладыша с разворотом от кассеты 1980-81 годов с лентой Pure Ferrix, что означает из чистого феррикса. Вложенная в нее кассета Fuji DR90 1982 года с лентой Dynamic Range DR начального уровня первого типа. У нее еще полноформатный футляр с тиснением в углу бренда Fuji Made in Japan, с такими вот рифлеными углами и ставшими уже оригинальными, фирменными от Fuji стоперами катушек в виде крестов с широкими лучами. Сама кассета имеет глухой корпус, такой классический на начало 80-х годов. В правом верхнем углу имеется тиснение Japan. Она отличается от кассет других брендов, в общем-то, только вот этой наклейкой. Данная кассета с хронометражем ленты 90 минут, и лента в ней имеет такой раккорд с синими полосками. Вот, и она такого светло-коричневого песчаного цвета. Сам вкладыш, как мы видим по надписям, предназначен кассета именно для японского рынка, он с разворотом. Это не оригинальный вкладыш для этой кассеты, она год-два раньше. Перенес вас поближе к моей кассетной деке Pioneer CT 3 семерки. На этой кассете мы послушаем фрагмент композиции в исполнении The Cars. С середины 80-х под маркой Axia предприятие Fuji Photo Film стало выпускать только на японский рынок кассеты с лентой очень высокого качества. В частности, недорогие модели для школьников JP, JPF и популярные для использования в автомагнитолах модели GT1 и GT2. В названии бренда Axia зашифрована следующая фраза. Марка же Fuji существовала для всех остальных рынков. С 1988 года изготавливались кассеты Fuji в прозрачном корпусе. В эти годы выпускалась модель DR1X на 90 минут с лентой первого типа начального уровня, в таком же полноформатном подобном корпусе, как и кассета 80-82 года. Здесь также большие крестообразные стоперы катушек. Корпус кассеты прозрачный, как того требовал тренд того периода. И вот такие оригинальные белые катушки, похожие на колесо телеги. Кстати, у этого бренда катушки всегда узнаваемы. Такой вариант появляется в кассетах под брендом и Axia, и в поздних моделях Fuji. Вообще я насчитал в 10 кассетах из моей коллекции 4 варианта катушек. Посмотрим на ленту. Здесь кассета на 90 минут, синие полоски на слегка молочном раккорде. Так, и сравнение с лентой DR82 года. Лента здесь значительно темнее и более такая глянцевая. Попробую откалибровать эту кассету. Калибровка удачна, сейчас смонтирую вам результат. Несмотря на прошедшие годы, ленточка сохранилась в хорошем состоянии. С 1989 года кассеты Fuji и Axia упаковываются в Extra Slim, как я называю его, футляр-перевертыш, потому что кассета здесь в перевернутом виде. О чем, соответственно, имеется вот такая надпись в правом верхнем углу. Такой вариант упаковки был удобен при ношении в кармане. Соответственно, у нее такой перевернутый рисунок на вкладыше и уже новые зигзагообразные стоперы для катушек. Сам принт вкладыша чем-то похож на вкладыш из предыдущей модели в полноформатном футляре. Только здесь модель Dynamic Range просто первый, здесь 1X была, чуть улучшенная лента.
Модель DR1 на 60 минут 1993 года имеет прозрачный, слегка тонированный корпус. Какой-то он такой розоватый. Обратите внимание, здесь уже очередной вид фирменных катушек такой с канавкой. И сравнивая эту кассету 93 года с кассетой 88 года, так, она на 60 минут с красными полосками. Лента у нее такая же глянцевая, но по оттенку чуть светлее, чем в модели DR1X. Этот футляр в Японии стал очень популярный, но у него есть недостаток. Кассета здесь укладывается лентой наружу, и поэтому можно коснуться ленты рукой, что нежелательно. Поэтому предприятие чуть позже разработало такой футляр, где кассету можно вкладывать любой стороной. На вкладыш имеется соответствующая иллюстрация. Но у меня такого варианта нету. Ну и, конечно, в преддверии 2000-х годов, в 1998 году, данная модель Dynamic Range внешне упрощается. Это кассета Fuji DR60. Подкассетник сохранился в той же форме, в том же дизайне, такой же Extra Slim кейс, как здесь указано, с теми же зигзагами в качестве стоперов катушек. Рисунок вкладыша уже здесь отличается, он как-то больше похож, наверное, на вариант 80-х годов. У этой кассеты простой, прозрачный, слегка тонированный корпус с рифленой такой вот рамкой, точнее углами от рамки. И нанесен простенький принт позолоченной краской. Катушки незначительно отличаются от варианта колеса телеги, белая такая вот, но они другие. Здесь другой фиксатор пленки в катушке, вот покажу для сравнения. Если в кассете DR1 60 1993 года на ракорде полоски одиночные красные прямые, то в этой модели они сдвоенные и косые. Лента темнее в кассете 1998 года, но качество покрытия одинаковое и явно проигрывает ленте DR1X. Вот снизу дополнительно покажу. Здесь она такая более глянцевая, качественная. Продолжу знакомить с кассетами первого типа. Имеется у меня две модели Axia. Первый вариант это 1991 год. Axia A1 Slim с хронометражем ленты 120 минут. Футляр Slim. Рисунок, конечно, здесь уже свой, оригинальный. Корпус кассеты внешне неприметный. Прозрачный пластик вот с такой рифленой нижней половиной. В верхней части имеются квадратные выемки, в которые помещена литера стороны А или Б. На стороне А эта выемка как бы глубже, и здесь имеется такая выпуклая точка для использования кассеты незрячими. Ну а эти катушки уже встречались в кассетах Fuji. У ленты на 120 минут слегка молочный ракорд с голубыми полосками, ну а цвет ленты светло-коричневый, но покрытие качественное, глянцевое, как у DR1X, но цвет явно светлее. Здесь записан лучшее в исполнении скотч, 87 год. И вторая модель это Axia GZ1 на 70 минут, японский рынок, 1993 год. Подкассетник аналогичный, не буду на нем останавливаться. Единственное, что здесь имеется гравировочка Axia Slim Case. И здесь уже абсолютно другой рисунок на вкладыше. Красивый пластиковый корпус кассеты синего цвета с широким окном оригинальной формы. И у нее очередной вариант катушек с круговой канавкой, и в ней 3 квадратных отверстия. Кассета оснащена лентой первого типа с двойным покрытием оксида железа. Цвет ленты опять же сравню с кассетой Fuji DR1X. У нее также голубые полоски на ракорде. Цвет этой кассеты с красноватым отливом, в отличие от ленты DR1X, и темнее, чем у Axia A1. В линейке моделей 1993 года эта лента лучше, чем у A1 Slim, но уступает характеристикам PS1, модели K1 и AU1X. А мы продолжаем. Ассортимент кассет компании Fuji значительно уступает другим именитым японским брендам. На сайте C90.org представлено всего 126 моделей, но есть у нее кассеты и с лентой второго типа, и даже четвертого. Аудиокассета Fuji FR2X Pro 1993 года со вторым типом ленты имеет аналогичный Extra Slim футляр, о чем говорит вот эта надпись. Изменился дизайн вкладыша. Судя по напечатанным внутри вкладыша гарантийным обязательствам, эта кассета предназначена для рынка США и Канады. Сама кассета уже в таком глухом сером пластиковом корпусе, но с большим прозрачным окном оригинальной формы, на котором указано, что лента второго типа имеет двойное покрытие.
Это очередная фишка бренда, способствующая уменьшению шумов на ленте, и она идет плюсом к оригинальным футлярам и своеобразным катушкам. Кстати, катушки такие же, как у модели DR1X с первым типом ленты. Кассета на 90 минут с голубыми полосками на раккорде. Лента в ней вот такого вот черного цвета. Внешне на нее очень похожа кассета Fuji K2X 1997 года. Разница между ними 4 года. Однако у этой кассеты футляр тонированный. И здесь другой формы прозрачное широкое окно. Подобный золотистый принт, указывающий, что лента второго типа с двойным покрытием. В этом варианте катушки, как у модели DR1, ну а лента K2X в сравнении с FR2X Pro цветом ленты очень похожие, каких-то особенностей я здесь на глаз не замечаю. А вот одногодка Fuji FR2X Pro, кассета Fuji DR2 на 90 минут 1993 год. Уложена в такой же прозрачный подкассетник, но явно отличается принт вкладыша. Ну а сама кассета имеет полностью прозрачный и сильно затонированный корпус. Катушки с канавкой, как у модели K2. Ну а цвет ленты, сравню все три кассеты. Ленты второго типа всех трех моих кассет по цвету очень похожи. И совсем необычно в этой подборке смотрится футляр кассеты Fuji Metal Z 90 1996 года. Он уже стандартно Extra Slim. Но одна часть у него из черного пластика с узким прозрачным окном, а вторая часть из прозрачного, но сильно матового пластика. Стоперы катушек все же в форме зигзагов. И такой брутальный черно-белый рисунок на вкладыше. Да, другие цвета здесь отсутствуют, только черный и белый. Дизайн самой кассеты мне чем-то напоминает модели кассет TDK. Корпус глухой из темно-серого пластика с верхним узким окном, я бы сказал, Т-образной формы. На верхнем торце в центре имеются выемки, необходимые для автоматического определения кассетной декой 4-го типа ленты. Катушки используются здесь, если присмотреться, аналогичные белые, как у модели Fuji DR1X и Fuji FR2X. Ну, тут аналогичные катушки здесь. Да, я не отметил еще такой факт, что вот в модели FR2X Pro и Metal Z используется металлическая пластина с перфорацией под подушечкой. И цвет ее ленты в сравнении с лентой второго типа, я бы сказал, он такой черно-серый. Наверняка эта кассета стоила хороших денег, но обидно, что у нее клеенный корпус. И это единственная кассета в этом обзоре с неразборным корпусом. Здесь записана сборка МГК лучшая. Не самый лучший выбор, но что есть, то есть. А за окном печаль и дождя вуаль нежно укрыли нас последний раз. Лично мне нравится пользоваться некоторыми кассетами из-за их внешнего вида, в частности кассетами Fuji Axia, коли речь идет о них. Нравится изымать их из таких удобных футляров, устанавливать в кассетоприемник. И не важно, что на кассете записано, я получаю наслаждение просто от пользования ими. Повторюсь, что все кассеты, представленные в этом обзоре, в разборных корпусах, за исключением Fuji Metal Z. Практически на всех моих кассетах Fuji и Axia из этой коллекции у меня записаны исполнители рока. Ну, есть тут и МГК, скотч, но в основной массе это все-таки рок. Послушаем на мой вкус композицию в исполнении Kingdom Come. У меня тут сборочка 88-1993 годов. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи на канале. Всем удачи и здоровья. И пока. Четкий блюз.